Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. На столе вы видите у меня вот такое готовое изделие, которое я вам уже показывала, когда делала обзор на козий пух и показывала, как я его стираю. Ну и меня девчонки спрашивали, где же я взяла схему этого узора, просили поделиться схемой. Но узор я придумала сама, поэтому я решила сделать для вас подробный попетельный мастер-класс. Вот так выглядит этот узор. Здесь нет никакой обвязки. Здесь есть планка по длинной стороне, но она цельно вязаная. И когда я вязала последний ряд узора с веерками, я просто добавила пикон. На эту шаль у меня ушло ровно 200 грамм. После стирки размер моего изделия по длинной стороне получился 167 сантиметров, а по вот этой центральной линии 77 сантиметров. Я покупала козий пух на пробу, покупала его на Вайбере с магазине Марушка, купила всего лишь 200 грамм. И из 200-граммового моточка я связала этот бактус. Сейчас я докупила еще 400 грамм и буду показывать, как я вязала этот узор. В 200-граммовом моточке было 1200 метров, в этом большом 400-граммовом моточке 2400 метров, то есть метраж этой ниточки 600 метров на 100 грамм. В составе 80% козьего пуха, 15% овечьей шерсти и 5% акрила. И здесь намотка идет в одну нить. Я видела, что девчонки заказывают бобинки, где намотка в 2 нити, и им приходится разматывать бобины. Если вы ищете козий пух с намоткой в одну нить, то я вам оставлю ссылку в описании под видео на магазин Марушка, который находится на Вайберес. Мое изделие шаль или бактус постирано, но я его не отпаривала и не блокировала. Вот так выглядит лицевая сторона, вот так выглядит изнаночная сторона. Когда я составляла схему этого узора, я взяла из стандартных схем несколько элементов, и любое совпадение с авторским узором считаю случайным. И этот узор считаю своим авторским узором. Вы, наверное, заметили, что это изделие я называю то шалью, то бактусом, потому что у меня получилось то ли большой бактус, то ли маленькая шаль, потому что я вывязывала моточек 200 грамм. Если вы хотите сделать немножко меньше размером, чтобы у вас получился именно бактус, то можете посмотреть мой мастер-класс, когда мы вязали бактус, но другим узором. Я оставлю вам подсказку. И там размер изделия был 144 по длинной стороне и вот по этой диагональной линии 65 сантиметров. Если же вы хотите связать большую шаль, то вяжите шаль больше, чем у меня. Я вязала крючком 2,5 и вязала в одну ниточку из козьего пуха. Сейчас я заменю фон, чтобы вам было виднее, и начнем вязать узор. Выполняем первую воздушную петлю и набираем цепочку из 4 воздушных петель. Теперь эту цепочку нужно замкнуть в круг. Ввожу крючок в первую петлю цепочки, подхватываю рабочую нить и вытягиваю ее через 2 петли. Получается, что мы цепочку замкнули в круг. Далее хвостик нити укладываем по цепочке, будем его ввязывать. Набираем 3 воздушные петли подъема. Далее в центр цепочки буду провязывать столбики с одним накидом. Делаю накид на крючок. Ввожу крючок в центр цепочки, подхватываю рабочую нить. У меня 3 петли на крючке, провязываю 2 петли вместе и 2 петли вместе. Получаем столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли и в центр цепочки провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Вот так у вас должно получиться. Далее 3 воздушные петли, накид на крючок, в центр цепочки провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с одним накидом.
Вот так. Осталось провязать еще один завершающий столбик. Я буду провязывать его в цепочку, в третью петлю цепочки. Делаю накид на крючок, нахожу третью петлю цепочки и провязываю столбик с одним накидом. Вот так у вас должно получиться. Первый ряд узора мы провязали. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем на изнаночную сторону. Находим первую арочку из 2 воздушных петель и под нее провязываем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Вот так. Далее находим в предыдущем ряду второй столбик и в его вершину провязываем столбик с одним накидом. Делаем накид на крючок, вводим крючок в вершину столбика, провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. В арочку из 3 воздушных петель провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли и в следующий столбик, в его вершину, провязываем столбик с одним накидом. Вот так. Находим следующую арочку из 2 воздушных петель и под нее провязываем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Вот так у вас должно получиться. И осталось мне провязать последний столбик. Я буду провязывать его во второй столбик предыдущего ряда. Делаю накид на крючок и в вершину второго столбика провязываю столбик с одним накидом. Второй ряд узора мы провязали. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем на лицевую сторону. Находим первую арочку с 2 воздушными петлями. Под нее провязываем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли и под нее же 2 столбика с одним накидом. Вот так. Далее находим третий столбик в предыдущем ряду и в его вершину провязываем столбик с одним накидом. Делаем воздушную петлю и далее под арочку из 3 воздушных петель буду провязывать веерок из 7 столбиков с одним накидом. Делаю накид на крючок, под арочку провязываю первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Вот такой веерок у вас должен получиться. В следующий столбик провязываю столбик с одним накидом в его вершину. И в следующую арочку также провязываю веерок из 7 столбиков с одним накидом. Вот так. Далее воздушная петля. В следующий столбик провязываем столбик в его вершину.
Находим следующую арочку из 2 воздушных петель и под нее провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с одним накидом. Вот так. Осталось нам провязать завершающий столбик. Находим цепочку из 3 воздушных петель и в последнюю петлю цепочки провязываем столбик с одним накидом. Третий ряд узора мы провязали. И вот так у вас должно получиться. Вяжем 4-й ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем на изнаночную сторону и в первую арочку из 2 воздушных петель провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с одним накидом. Находим одинокий столбик и в его вершину провязываем столбик с одним накидом. Такой элемент мы будем провязывать всегда в начале ряда. Далее 3 воздушные петли. И в этот же столбик провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. И в центр веерка провязываю столбик без накида. Отсчитываю 4-й столбик, в его вершину провязываю столбик без накида. 2 воздушные петли. Нахожу центральный столбик, в его вершину провязываю столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. Сюда же еще один столбик с накидом, 3 воздушные петли и еще один столбик с накидом. Вот так. 2 воздушные петли. В центр веерка провязываем столбик без накида. Нахожу 4-й столбик, в его вершину провязываю столбик без накида. 2 воздушные петли. Далее нахожу одинокий столбик, в его вершину провязываю столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. А далее вяжем элемент, который будем вязать всегда в конце ряда. Делаем накид в одинокий столбик, провязываем столбик с одним накидом. Под арочку из 2 воздушных петель провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом и заключительный столбик провязываем в цепочку. Находим последнюю петлю цепочки и провязываем столбик с накидом. 4-й ряд узора мы провязали. Вяжем 5-й ряд, и начиная с 5-го ряда узор у нас повторяется через ряд. 3 воздушные петли подъема, переворачиваем на лицевую сторону. В начале ряда вяжем постоянный наш элемент, в арочку провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, в эту же арочку 2 столбика с накидом и в одинокий столбик, в его вершину провязываем столбик с одним накидом. Начальный элемент провязали. Далее в арочку из 3 воздушных петель мы будем вязать веерок, но перед веерком нужно провязать воздушную петлю. Далее в арочку провязываем веерок из 7 столбиков с одним накидом.
Далее под воздушные петли выполняем столбик без накида, воздушную петлю, и под следующие воздушные петли выполняем еще один столбик без накида. Вот так. Далее в арочку из 3 воздушных петель провязываем 7 столбиков с одним накидом. В центральный столбик провязываем столбик с одним накидом в вершину столбика. В следующую арочку из 3 воздушных петель провязываем веерок из 7 столбиков с одним накидом. Под воздушные петли провязываем столбик без накида, воздушная петля, и под следующие воздушные петли провязываем столбик без накида. Вот так. В следующую арочку из 3 воздушных петель вяжем веерок из 7 столбиков с одним накидом. И воздушная петля. Далее выполняем наш конечный элемент. Столбик с накидом вот в этот одинарный столбик. В арочку из 2 воздушных петель 2 столбика с накидом. 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. И последний столбик провязываем в цепочку в последнюю петлю. Пятый ряд узора мы провязали. Вяжем 6-й ряд, 3 воздушные петли подъема, разворачиваемся на изнаночную сторону, вяжем наш начальный элемент. Под арку провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с одним накидом. В одинарный столбик предыдущего ряда в его вершину провязываем столбик с одним накидом. Вот так. Далее 3 воздушные петли и в этот же столбик провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и в центр веерка в 4-й столбик в его вершину провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли и между веерками находим воздушную петлю, которую мы провязывали в предыдущем ряду, и под нее провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли и под эту же петлю провязываем еще один столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. В центр веерка находим 4-й столбик, в его вершину провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли, находим центральный столбик, в его вершину провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли и сюда же еще один столбик с одним накидом. Вот так. В
В другую сторону вяжем в зеркальном отображении 3 воздушные петли и сюда же провязываем столбик с одним накидом. Вот так. 2 воздушные петли и в веерок находим 4-й столбик, в его вершину провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли, находим между веерками воздушную петлю предыдущего ряда, делаем накид и сюда провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли и сюда же провязываем еще один столбик с одним накидом. Вот так. 2 воздушные петли и в веерок в центральный столбик отсчитываем 4-й столбик, провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и в одинокий столбик, вот он у нас, провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли. И в конце ряда провязываем конечный элемент. В одинокий столбик мы провязываем столбик с одним накидом. Под арочку из воздушных петель провязываем 2 столбика с накидом. 2 воздушные петли, еще 2 столбика с одним накидом. И заключительный столбик провязываем в цепочку, в последнюю петлю цепочки. Делаем накид, находим последнюю петлю и провязываем столбик с одним накидом. 6-й ряд узора мы провязали. Далее вяжем 7-й ряд, точно так же, как мы вязали 5-й ряд. Давайте провяжем его вместе. 3 воздушные петли подъема, разворачиваем на изнаночную сторону, вяжем наш начальный элемент в арочку 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с одним накидом. И в одиночный столбик провязываем еще один столбик с одним накидом. Далее в арочку из 3 воздушных петель будем вязать веерок из 7 столбиков, но перед веерком делаю воздушную петлю, а потом только вяжу веерок из 7 столбиков. Под воздушные петли провязываем столбик без накида, воздушная петля, и под следующие воздушные петли провязываем столбик без накида. В следующую арочку провязываем веерок из 7 столбиков с одним накидом. Под воздушные петли столбик без накида, воздушная петля, и под следующие воздушные петли столбик без накида. Под арочку из 3 воздушных петель провязываем веерок из 7 столбиков с одним накидом. И в центральный столбик провязываем еще один столбик в вершину столбика предыдущего ряда. Далее вяжем в зеркальном отображении. В арочку из 3 воздушных петель провязываем веерок из 7 столбиков с одним накидом.
Под воздушные петли провязываем столбик без накида, воздушная петля, под следующие воздушные петли провязываем столбик без накида, в следующую арочку из 3 воздушных петель провязываем веерок из 7 столбиков с одним накидом. Под воздушные петли провязываем столбик без накида, воздушная петля, под следующие воздушные петли столбик без накида, в арочку из 3 воздушных петель провязываем веерок из 7 столбиков с одним накидом. Далее воздушная петля и заканчиваем наш элемент. Столбик с одним накидом провязываем столбик предыдущего ряда. В арочку провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. И последний столбик провязываем в цепочку, делаем накид, в последнюю петлю цепочки провязываем столбик с одним накидом. 7-й ряд узора мы провязали. 8-й ряд вяжем точно так же, как мы вязали 6-й ряд. 3 воздушные петли подъема, разворачиваем на изнаночную сторону, провязываем наш элемент начальный, под арочку 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с одним накидом. Находим одинокий столбик и в него провязываем столбик с одним накидом. Далее 3 воздушные петли. И в этот же столбик провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. И в веерок в центральный столбик провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли. Между веерками находим воздушную петлю, которую мы провязывали в предыдущем ряду, и под нее провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом. 2 воздушные петли, веерок в центральный столбик, провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли. Между веерками под воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом. 2 воздушные петли, веерок в центральный столбик провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и в центральный столбик провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли и сюда же провязываем еще 1 столбик с накидом. С другой стороны вяжем точно так же в зеркальном отображении. 3 воздушные петли и провязываем столбик с одним накидом в центральный столбик. 2 воздушные петли, веерок в центральный столбик провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли. Между веерками
под воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и еще один столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, веерок, центральный столбик, провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, между веерками под воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и еще один столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, веерок, центральный столбик, провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, в одинокий столбик провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и заканчиваем наш конечный элемент. В одинокий столбик провязываем столбик с одним накидом и в арочку провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с одним накидом. И в конце провязываем последний столбик в цепочку, в третью петлю цепочки, провязываем столбик с одним накидом. 8 ряд узора мы провязали. Далее вяжем, чередуя, только 2 ряда. Провяжите дальше самостоятельно на тот размер шали или бактуса, который вам необходим. Сейчас я вам покажу, как я вязала последний ряд. Вязала я его по лицевой стороне. Делаем 3 воздушные петли подъема. Разворачиваемся на лицевую сторону. В начале ряда провязываем элемент наш под арочку. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. В одинокий столбик провязываем столбик с накидом. И не забываем делать воздушную петлю. Далее в арочку я буду провязывать не 7 столбиков, как мы вязали, а веерок будет у меня из 9 столбиками с пико. Провязываю сначала 4 столбика с одним накидом. Пятый столбик буду провязывать с пико. Провязываю столбик с накидом, делаю 3 воздушные петли, ввожу крючок в основание цепочки из воздушных петель, подхватываю рабочую нить и протягиваю ее через 2 петли. Вот так у вас должно получиться. И осталось провязать еще 4 столбика с одним накидом. Вот такой веерок с пико у вас должен получиться. Далее буду провязывать столбик с накидом. Вот в этот столбик без накида предыдущего ряда. Провязываю столбик с одним накидом. И далее в арочку повторяю веерок из 9 столбиков с одним накидом. Делаю накид, провязываю сначала 4 столбика. Пятый столбик провязываю с пико. 3 воздушные петли и формирую пико. И довязываю 4 столбика с накидом.
Второй веерок у нас готов. Следующий столбик провязываю в столбик без накида предыдущего ряда. В следующую арочку из 3 воздушных петель провязываю веерок из 9 столбиков с пико. Далее провязываю столбик с накидом в предыдущий столбик без накида. Дошла я до верхушки изделия. Здесь я буду провязывать так. Под арочку 7 столбиков с накидом, а центральный столбик буду вязать с пико. Итак, провязываю 7 столбиков с одним накидом. В центральный столбик провязываю столбик с накидом и делаю пико. 3 воздушные петли и соединительный столбик. В следующую арочку также провязываю 7 столбиков с одним накидом. В следующий столбик без накида буду провязывать столбик с одним накидом. В следующую арочку провязываем веерок из 9 столбиков с пико. В столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. В следующую арочку провязываем веерок из 9 столбиков с пико. В столбик без накида в предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. В следующую арочку снова провязываем веерок из 9 столбиков с пико. В конце воздушная петля и выполняем наш заключительный элемент. Провязываем в одиночный столбик столбик с одним накидом, в арочку 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом и последний столбик провязываем в
в третью воздушную петлю подъема. Все, последний ряд узора мы закончили. Если вам понравилось вязать вместе со мной, то подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, и я жду вас снова в гости ко мне на канал Клубок желаний.